Херсон – це Україна! Херсон – це Україна! Это настолько глупо прийти туда, где тебе никто не рад. Херсон, вставай! Оккупанта выгоняй! Если мы так ждали русского мира, то почему, когда на Байрактары скидывались за 3 дня, скинулись? Со 2 марта Херсон полностью в оккупации, они окружили здание облдержадминистрации. Абсолютно никто не прячется, они здесь как у себя дома. С твоего дома стреляют по Николаеву, а ты сделать ничего не можешь. Херсон бомбили для запугивания людей. Людей забирают в подвалы за все. Если мы хотим куда-либо уехать, нам нужно упереться сначала в блокпосты русских солдат, потом пройти линию фронта по свой страх риск, если коридоров официальных нет, и потом попасть только на подконтрольную территорию Украины. Херсон — это южный город Украины, это областной центр, в который приезжают много людей для того, чтобы обучаться в мореходном училище. В Херсонской области множество красивых мест, и можно с легкостью добраться до Черного и Азовского моря. Последние лет 10 мы жили с переменным успехом нормально, потому что в нашей стране проходили изменения в управленческой части. Средняя зарплата, если в гривнах брать, то от 7 до 10 тысяч гривен. Моя мама відмінник освіти, отличник образования Украины, и как учитель она тоже хорошую зарплату получала. У нас культ кофе, культ встречи с друзьями, культ апероля. Как любые южные люди, мы вот можем позволить себе чилиться. А сейчас там полное угнетение, депрессия и страх. Что это такое? Фейерверк? Не фейерверк. Это не фейерверк. Что рвануло? Так получилось, что 24 февраля в 5 часов утра я с другом ехал по работе. Мы ехали в сторону с Каховки в Новую Каховку. Город Каховка находится в Херсонской области. Мы увидели первый взрыв, который был удар по воинской части, которая находилась в Новой Каховке. Первый взрыв, это подумали, что фейерверк. И когда было еще несколько прилетов, там хлопков было таких, то мы уже поняли, что это уже, это именно атака. Это именно, что-то бьет. 24 февраля я проснулась от того, что моя младшая дочь лезет ко мне в кровать, и сквозь сон я где-то далеко услышала взрыв. Зашли в Телеграм, там речь Путина, который говорит о спецоперации на нашей территории. Соседка с верхнего этажа, она так колотила нам в дверь, муж открывает, и она кричит: «Война началась, бежим!» Вот с этого момента начался кипиш, потому что я понимаю, что у меня машина не заправлена, что нужно ехать на заправку. На заправках очередя просто неимоверно, это было где-то уже 8 утра. Первая мысль вроде бы как выезжать, ехать куда-нибудь на границу с Польшей. И проблема заключалась в том, что сбережений у меня как таковых их и не было. 5 утра это удары, по военным базам. Потом в 11 часов мы уже услышали, что некая военная техника с символами Z уже находится на территории около Тавриска. Это там, где мы первые взрывы увидели. И где-то часа 3 примерно повесили на ГЭС уже русский флаг. Все прекрасно знали, что основной объект, который был нужен России, это Каховское водохранилище, Каховская дамба для подачи воды в Крым. На тот момент там уже не было ни одного солдата, ни одного воина нашего. Почему так произошло, никто не знает. Они отрезали Херсон, Херсонскую область через Антоновский мост, через Чернобаевку знаменитую, и пошли уже дальше на линию смежных областей. И причем это свежее, не только еще работает сигнализация, это по всей видимости даже не ночная, это по всей видимости только что была атака. Сопротивление было. На мосту, когда с Антоновского моста въезжаешь уже в Херсон, там стояла бронемашина и там стоял гранатомет. Там же множество разбитых танков с символикой Z. Спор был, но он был не в тех масштабах.
Боже, так трудно сказать. По-моему, вот 1 марта, как произошел захват города, тогда особо активно начали появляться военные автомобили, собственно, стало очень много военных в городе. Когда началась война и город стал в оккупации, прошла большая волна мирных митингов. Хотите убить наших детей? Убивайте! Вы не отмените то, что уже убили! Это были красивые толпы с нашим флагом, с символикой. В это время навстречу ехали БТРы с русскими. Они не привыкли такое видеть, потому что мы все знаем, как в России с митингами. И тут, когда они видят огромную толпу людей, у них шок и страх, и раздается автоматная очередь в воздух. А наши люди не испугались. А толпа как шла, так и шла. С флагами и с криком, куда идти русским вслед за кораблем. На митингах русские хватали людей из толпы. Некоторых до сих пор не отпустили, и никто не знает, живы эти люди или нет. Уже к 9 мая митингов не было. Очень жестоко стали обходиться с людьми. Первыми пошли в подвал те, кто участвовали в АТО, те, кто имели какое-либо отношение к ЗСУ. Ловят кого? Ловят тех, у кого есть какие-либо патриотические татуировки. Для того, чтобы всех запугать, либо переманить на свою сторону, они врывались в дома к военным, к лидерам мнения, к журналистам. Они могут тебя на улице просто забрать. Если раньше магазин работал, допустим, например, с 8 до 4, там, до 6, да, там какой-то не продовольственный магазин, а какой-то бытовой, то сейчас это работает магазин в режиме человек вышел с утра, взял, что надо, и домой. И не шастать. Жизнь в оккупации – это когда не работают нормально магазины, не завозят наличные в город, соответственно, не могут выплатить пенсии. Жизнь в оккупации – это когда нет медикаментов. Подавляющее большинство медикаментов заезжает с Крыма. И снова такие цены на лекарства. Ну, я не знаю, каким образом люди должны позволять себе жизнь, потому что многие из препаратов реально жизненно необходимы. Больницы работают, но для примера, в детской областной больнице, в лор-отделении осталось буквально 3 врачей, и все. Уехало много людей, говорят официально треть, но мне кажется, что половина, возможно, даже больше людей уехали из Херсона. Жизнь в оккупации – это когда тебя отключают от всего мира, потому что они, русские военные, отключали сеть. В современном мире отсутствие мобильной сети, мобильного интернета – это большие риски дает. То есть ты не можешь даже элементарно вызвать скорую помощь. Никто не регулирует дорожное движение. ДТП между местными, они решаются на уровне разговоров, то есть там фотографируют, отправляют в страховые, вроде бы как они выплачивают. Медикам, которые находятся на городском бюджете, зарплаты выплатили. То же самое касается учителей. Те, кто находится на городском бюджете, им зарплаты выплатили, и долгов пока нету. Да, зарплаты все приходят на карты. Проблема в снятии этих денег, потому что банкоматы не пополняются наличными. Все банки, все отделения банков прекратили свою работу на территории Херсонской области. Есть у нас такие личности, которые стоят там на рынках, раньше стояли просто на рынках, сейчас они стоят там, где есть Wi-Fi. И вот в таких местах скопления людей стоит обязательно какой-нибудь человек, у которого стоит табличка «Обналичиваю деньги с карты» раньше это было 4%, на сегодняшний день это 10-12%.
Цены стали появляться в рублях на самом деле всего вот несколько дней назад, то есть до недели. Каким-то показательным людям попытались дать типа пенсии в рублях. Это было что-то около 10 тысяч рублей. Первое, что сделали эти бабушки, дедушки, когда получили рубли, в обменник побежали. Рублями рассчитываются, соответственно, россияне, которые здесь находятся, это там ФСБшники, военные. Вот цены на сегодняшний день космические. Килограмм мяса раньше говядины стоил там 130 гривен, на сегодняшний день это 230 гривен. То есть, предметы женской гигиены это просто катастрофа, это в 4 раза выросли цены. Там, те же прокладки такло. Со 2 с 3 марта отключены все украинские телеканалы. Сейчас везде по телевизору в области показывают только русские каналы. Стали ходить даже по маршруткам у нас и раздавать листовки с пропагандой. Они берут то, что действительно происходит, какую-то деталь, там, допустим, люди остались без еды, потому что Украина не завозит гуманитарные грузы. Но они не говорят о том, что это они его заблокировали. Была демонтирована стела Героев Небесной Сотни, которая стояла в центре. Еще какое-то время флаги по городу висели, сейчас уже найти флаг невозможно украинский. У нас возле парка есть такие себе надписи бетонные: Херсон и Украина. То есть с одной стороны Херсон, с другой стороны Украина. Вот Херсон остался, Украина также была демонтирована. Изменений в законодательстве не было. Они не оповещали об этом. Они не говорили, что вот там с сегодняшнего дня мы живем там по законам России. Нет, они просто делают, что хотят. Первое, что они сделали, это обложили налогом всех предпринимателей, подмяли под себя полностью алкашку и алкоголь и табак. Короче, сигареты, алкоголь 5000, продукты 2100, все остальное 1000. Это в месяц гривен. Военно-гражданская администрация, а это типа фонд развития, куда, если ты хочешь работать, ты должен прийти и заплатить. А что касается выдачи паспортов, честно говоря, я несколько раз видела всего в паспортных вот этих центрах, где они там раздают эти паспорта, такие себе очереди из человек там 10 максимум. И очень я сомневаюсь, что это были вот наши, опять-таки, украинцы. То есть, никому не нужны 300 лет эти паспорта. Если вы хотите предложить лучшую идеологию, докажите, что она лучше. Но когда вы создаете картинку лучшего мира, продвигая какие-то свои интересы, не надо делать нас дураками, якобы мы этого хотим. Люди этого не хотят. Референдума здесь никогда не будет. Честно. Никогда в жизни. Потому что, я могу точно сказать, что 80% будет против России здесь. Если по-честному говорить. Я не буду скрывать и утаивать. Есть те, кто приверженцы русского мира. Они сейчас себя уже все проявили. Они уже участвуют в коллаборации, и их можно по спискам даже отследить. Их не так много. На то большое количество людей, проживающих как в городе, так и в области, коллаборантов очень мало. У меня есть такие люди. Это мой одноклассник бывший. Вот. Моя мама, она учитель, она преподает в школе и в ПТУ. Из всех школ, 60 школ города Херсона, согласились сотрудничать всего 2 школы. Ни одна больше школа не сотрудничает с оккупантами. То есть пока с множеством учителей ведутся диалоги на то, чтобы добровольно перешли. Если заставят все остальные школы работать по русской программе, лично я не поведу своего ребенка в российскую школу. Все, что у нас здесь делается путем запугивания. Мы ехали в Херсон, у нас было примерно 13 блокпостов, и была возможность поговорить с этими людьми на блокпостах. Зашел один мужик, солдат с автоматом, и говорит: я с вами проеду несколько блокпостов. И в ходе разговора я заметил, что говор наш, вот эти шо, ага, оно чувствуется все равно. Я ему говорю: а что у тебя говор наш? Он говорит: так я же сам с Донецка. А я говорю: здрасте, а как ты тут оказался? Он говорит: а что нам сказали, либо 10 лет сидеть, либо тут блокпосты охранять. То, что говорят, выезжайте на территорию Украины,
сидите на территории Украины. Во-первых, нет безопасного места на территории Украины. Ежедневно в каждой области звучат воздушные сирены, и неизвестно, что будет завтра. Один вариант – это выезд через линию фронта под обстрелами, и второй вариант – через Крым. В Крыму создаются фильтрационные лагеря, где детей отнимают от родителей, где неизвестно, где тебя найдут после этого фильтрационного лагеря и найдут ли вообще. У меня в Херсоне осталась моя семья, мои любимые, дорогие люди. И семья, которую я создала со мной, а семья, которая создала меня, осталась там. Но они не хотят выезжать. У меня в Херсоне осталась квартира, остался бизнес, моя студия. Нас в начале войны коснулось по касательной. Да, это не Мариуполь, это не Ирпень, это не Буча, наша ситуация, да. Но мы понимаем, что отбить нас будет означать заплатить какую-то цену. Город пострадал не сильно, пострадали только дома, которые находились на стратегических улицах, по которым двигались русские военные. Но это я говорю о Херсоне. А есть множество сел, которые в области находятся. Есть села, которые на линии огня, в серой зоне. Есть села, которые находятся далеко в оккупации в сторону Крыма. И что там происходит, мы можем только догадываться, потому что уже длительное время нет связи там. На войне первый погибает правда всегда. И вот что-что, это мы увидели наглядно, прям сильнейше. Я в таком виде нахожусь, как будто сейчас на улице не середина лета, а январь, потому что мне реально страшно, что завтра ко мне могут прийти, меня могут найти, и я отправлюсь в тот самый пресловутый подвал. Ну, а так как у меня 2 детей, я боюсь за свою жизнь, я переживаю, но при этом не могу молчать. Мы не согнемся, не получится нас сломать. Не получится просто, тут либо уничтожить просто в ноль, либо смириться с тем, что мы такие. Мы все равно ждем. Да, иногда это некомфортно, сложно, утомляет, но мы ждем. Мы ждем просто, когда нас придут освободят. Потому что жить в мире, где все через страх и через, через то, что заставляют, мы не хотим. Да, какой-то там процент населения получится им пропаганду там навешать, что там нас продали, слили. Херсон – це Україна! Херсон – це Україна! Даже вот это слово «воля», да, но оно настолько глубокая воля, столько смысла в него, настолько передает вот это стремление к... Лучше мы будем сраться у себя там, в семье, чем допускать какие-то внешние факторы и поддаваться на какие-то внешнюю пропаганду и внешние говорить.